Baby, I've been here before. I've seen this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen you fly across marble arch. И так далее. Всем привет, с вами онлайн Синк, и сегодня мы поговорим про зажимы в пении, как от них избавиться. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приходите на уроки, будет интересно. В общем, начинаем. Касательно зажимов. Штука достаточно обыденная, потому что если мы тренируем какой-то навык, и у нас мышцы еще не готовы его делать, в любом случае при координации изначально будут какие-то зажимы. Нужна практика, нужно, чтобы мышцы стали сильнее. И когда они становятся сильнее, тогда они справляются лучше, соответственно, такого дикого напряжения в них не скапливается. Зажимы бывают разные. Зажим может быть подъязычной мышцы, может быть мягкое небо зажатое, можно зажать диафрагму, можно в принципе дыхание зажать. И зажимов очень много в принципе. Главное, что нужно понять. Чрезмерное напряжение это плохо, но и чрезмерное расслабление тоже плохо. Главное найти свою золотую середину, которая поможет нам воспроизводить какие-то определенные навыки. Теперь практические советы. Допустим, у нас зажатая челюсть, плохая артикуляция очень, и нам сложно из-за этого петь. Что можно сделать? Первое. Понятно, что у нас губы тут поджаты и сама челюсть. Первое. Разожмем губы. При помощи упражнения мы сделаем их посильнее, и от этого они будут делать работу, которую должны, намного проще, без такого удержания. Элементарное упражнение называется сирена. Берем гласную и гласную ю. И чередуем их, как если бы мы услышали сирену, которая звучит у нас вдали. Иу, 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 иу. Можно иу и ю. Если у вас на у слишком такая большая получается гласная, нужно, чтобы она была маленькая, чтобы был контраст. То есть и натяженная, ю или у очень маленькая. Иу, 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 иу. Много делать не советую поначалу, то есть мы сделали, скажем, полминутки, отдохнули. Сделали, может быть, попозже, в другой половине дня. И постепенно губы станут сильнее. Это еще идет вопрос в том, когда мы поем, и у нас губы начинают дребезжать страшно. То есть тут это еще от того, что они слабые. Там они поджимались, и все остальное поджималось из-за того, что они слабые пытаются удержать все, и вроде бы получается, но зажимом. А тут, когда они дребезжат, и вот так бесконтрольно, это значит, что они слабые и не могут включиться. В общем, добавляем тонус губ. Губы сильные, губы могут хорошо артикулировать и не напрягаются. От этого не идет зажим еще и на челюсть. Но челюсть может быть зажата не только из-за губ, она может быть зажата еще и из-за корня языка. Корень языка. Язык, в принципе, у нас очень такая большая мышца, сильная, и она склонна к тому, чтобы поработать и в итоге поджаться. Ну, в общем, как нам ее нащупать? Ставим любой палец, большой, указательный. Я ставлю так, вот там, где у нас есть мягкое место под челюстью. И тогда можно прочувствовать то, что находится под языком. Если у вас там прям все камнем, ну, постарайтесь так мягко помассировать и успокоиться, чтобы это место расслабилось. Эта штука принципиальная. И если есть сильный зажим подъязычной мышцы, а он, в принципе, есть у всех так или иначе, просто в большей или меньшей степени, то контроль во время распевки вот этого места вам может хорошо помочь пропеть. Правда, может это прозвучать чуть-чуть странно, но как упражнение это очень хорошо. Ощутить голос немного в отрыве от этого зажатого места. Хотя бы немного. Не обязательно петь на весь диапазон. Достаточно спеть в комфортном для вас диапазоне и ощутить, что здесь свободно. Если вы не поете распевки, а делаете какие-то слайды, поскольку не знаете, какие распевки петь и вообще нотной грамоты, то можно просто делать слайды по ощущению. Где-то в середине, чуть повыше, чуть пониже, и уже будет от этого толк.
А, а. Вот, и так далее. На О, без разницы. В общем, это касательно подъязычной мышцы. Далее, диафрагма, дыхание. А, Очень распространено, что вот поначалу мы учимся дышать и петь, и ты думаешь, так, значит, я сейчас должен взять дыхание, вот, легкими, диафрагмой поддержать, но идея в том, что я должен это сделать, я сейчас поработаю и основательно это сделаю. В итоге ты контролируешь очень сильно эти мышцы, и у тебя появляется зажим. Тебе кажется, что вот я опер звук, у меня здесь сейчас все такое плотное, как камень такой. Но суть в том, что ты просто запираешь тем самым дыхание, и, в общем, этого нужно избегать. Нужно дышать достаточно тонусно, но без фанатизма, без вот этих чрезмерных усилий. Да, на, скажем, очень высоких нотах могут быть больше усилия, чем в середине, или, может быть, даже внизу. Но это не должно приносить большого дискомфорта, такого, что прям, ну, уже на грани. В общем, контролируем так, чтобы было все сбалансировано. Чтобы разжаться, если вы уже берете так дыхание, и оно у вас очень жесткое, советую подвигаться, понаклоняться в разные стороны, покрутить немного тазом. И так далее. Дам, кстати, раз уж мы говорим про зажимы, хорошее упражнение на включение дыхания и его более четкое ощущение в процессе пения. Утрированное упражнение, но очень важное, которое вам поможет. В общем, мы берем гласные А, О, У, И. И мы на каждую ноту берем дыхание, чтобы эту ноту воспроизвести. То есть сбросили дыхание, взяли. О, сбросили. То есть мы берем дыхание, сразу переводим этим мягким дыханием в гласную, сбрасываем дыхание. То есть у нас постоянное обновление. А, О, У, И. Спою полностью. А, О, У, И. Можно еще в конце добавить «и». И если вы почувствуете, что вас уже начинает водить от того, как много вы добавили дыхания в голос, это правильно, это нормально. Постепенно будет становиться легче, лучше, и головокружение будет уходить. Но для естественного ощущения дыхания это важная штука. Опять же, повторюсь, дыхание это не опора, но здесь можно ощутить дыхание в некоторой связке с опорой, но не максимальной связке, единственное. Упражнение хорошее, добавляет, разжимает дыхание. На самом деле, даже если это упражнение последнее делать в пределах недели, вот каждый день мы делаем его минутки там по 2, по 3, то это уже будет большой результат, и вы ощутите, что контролировать дыхание и опору в принципе проще. Вы как будто более мягко сможете это делать. Теперь следующий зажим. Может быть зажата шея. Тоже очень напряженная шея. Там еще могут ключицы сюда подниматься. В общем, там ключичное дыхание. Все вот эти вот дела. В процессе пения, допустим, даже какой-то одной ноты. Вот вы ее длите. Попробуйте шеей в стороны подвигать. Немного. Может быть сложно, если есть зажим. Но это поможет вам расслабиться. Конечно, это не все советы, которые можно уместить в одно видео, но хотя бы базовые какие-то вы можете уже применить в свой вокал и его улучшить тем самым. Так что приходите на уроки, онлайн-уроки, офлайн-уроки. С вами был онлайн-синг. Всем удачи, поем хорошо и красиво. Пока-пока. Ах да, кстати. Вот есть мнение, что если мы качаем пресс, то у нас опора классная, все, можно оперировать дыханием, диафрагма там пашет просто шикарно. Нет,
это тоже может быть офигенным зажимом. Советую делать, если вы хотите накачать пресс и хорошо петь, в разные хотя бы дни. Это работает хорошо, если у вас, в принципе, есть тонус в теле от каких-то упражнений, и тогда петь легче. Это именно работает так. Но если пресс перекачан, особенно в этот же день, то будет сложно хорошо ощущать диафрагму. Ровно так же, если вы и поели прямо непосредственно перед тем, как петь. Тоже у диафрагмы очень странные ощущения, и как только вы попытаетесь ей что-то сделать, еда захочет пойти наружу, да. В общем, такие могут быть штуки. Будьте внимательны. Еще раз всем пока-пока.